ВСУ провели парад в Крыму. Настоящий переполох на полуострове. День города пошел не по плану. Новость, которой ждали очень давно. Запущен процесс, способный добить Россию. Принято историческое решение. Драма в семье диктатора, тяжелая болезнь сына и срочная отправка на лечение. Что произошло и при чем здесь Лукашенко? США помогут Украине с ПВО. Найдена замена для «Патриот». Расскажем подробности об этих и других событиях к вечеру субботы, 8 августа. Выходные не значит, что мир поставили на паузу. Собрали для вас все самое важное к этому часу. В эфире «Нехта». Сейчас еще один будет. Второй тоже попал, да? Перерыв был недолгим. В Черном и Азовском морях опять дымятся российские суда. Операция сил беспилотных систем «Молочка» продолжается. Украинские дроны за неделю поразили еще 12 кораблей теневого флота, сообщил командующий сил беспилотных систем Роберт Мадяр-Бровди. Всего с начала операции, которая стартовала в начале июля, украинские беспилотные силы нанесли результативные удары по 218 танкерам, сухогрузам и паромам. Свою лепту в эту морскую битву вносят и другие подразделения украинских защитников. Накануне морские и воздушные дроны ГУР устроили настоящий переполох в порту Ялты. И все это под носом у большой группы высокопоставленных офицеров-оккупантов. Незадолго до атаки возле ресторана Hungry Bird заметили несколько тонированных машин, в том числе с военными номерами. В Главном управлении разведки подтвердили атаку, издевательски назвав ее морским боевым парадом в преддверии Дня города. Новость, которой ждали очень давно, об этом говорилось много, но очень часто казалось, что это так и не произойдет. Но все же Сенат США подавляющим большинством, 86 голосами против 11, одобрил пакет санкций, который больше года продвигал умерший в июле сенатор Линдси Грэм. Законопроект позволяет Трампу вводить пошлины до 100% против крупнейших покупателей российских нефти и газа, включая Китай и Индию, а также против стран, помогающих Москве обходить ограничения. Под санкции попадут Путин, российские силовики, Центральный банк, Сбер, ВТБ, Газпромбанк, СПГ-проекты, Арктическая энергетика и суда теневого флота. Теперь документ должна принять Палата представителей, и только затем он попадет на подпись Дональду Трампу. Если новые ограничения заработают в полном объеме, они могут еще сильнее осложнить российским банкам доступ к иностранной валюте и международным расчетам. На голосование оперативно отреагировал Владимир Зеленский. Очень благодарны Сенату США и всем, кто поддерживает Украину. Принятие законопроекта Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана, безусловно, помогает усилить давление на агрессора, чтобы положить конец этой безумной российской войне против нашей независимости и нашего народа. Поприветствовала голосование и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От российских олигархов до экспорта энергоносителей и теневого флота необходимо пресекать все источники дохода, подпитывающие агрессию Кремля со всех сторон. Давайте вместе лишим Россию средств для продолжения войны, которую она не может выиграть. С помощью жестких и взаимодополняющих санкций Европа и Соединенные Штаты смогут еще раз показать, чего могут достичь исторические партнеры, когда действуют сообща, добавила фон дер Ляйен. Путинская армия продолжает убивать целыми семьями. В результате ночной атаки на Киевскую область в Пуховке погибли дедушка, бабушка и их 3-летний внук. Еще 4 человека пострадали. Это родители погибшего ребенка, его брат-подросток и сосед, который поспешил на помощь и получил ранение от нового удара российских террористов. В результате этого налета повреждены 9 частных домов, хозпостройки и 2 автомобиля. Интересно, что в этом списке являлось военным объектом. По самому Киеву Россия снова била баллистикой. В столице погиб как минимум 1 человек, пострадали 4. Пожары возникли в Голосеевском и Оболонском районах.
Горели гаражи, нежилое здание, территория предприятия. К утру основные очаги удалось локализовать и ликвидировать. Как сообщил Владимир Зеленский, также под обстрелом находились Донецкая, Харьковская, Сумская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Николаевская, Черниговская и Полтавская области. Накануне вечером в Херсоне захватчики атаковали дроном больницу в центре города. Пострадали 4 сотрудницы. Этой ночью беспилотники превратили в факелы сразу 2 крупных НПЗ в России. В Самарской области удар был нанесен по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу. Там зафиксировано сразу несколько очагов возгорания. Сызранский НПЗ входит в структуру Роснефти и способен перерабатывать почти 9 миллионов тонн нефти в год. Среди его продукции не только бензин и дизель, но и авиационный керосин, используемый в военной авиации. Завод также снабжает топливом оккупационную группировку и предприятия ВПК Поволжья и Юга России. А на Кубани снова загорелся Ильский НПЗ. По предварительным данным российских властей, в результате налета дронов пострадали 5 человек. Для Ильского завода это уже далеко не первая встреча с украинскими дронами. В текущем году завод атаковали также в январе, феврале, июне и июле. В Москве заявляют, что так называемый сухопутный мост в Крым снова безопасен. Вице-премьер Марат Хуснуллин уверяет, что Россия якобы восстановила нормальное движение по трассе Новороссия. По его словам, по дороге ежедневно проходят около 7 тысяч машин, включая 3 тысячи грузовиков. Наверняка знаете, у нас были проблемы на трассе Новороссия, но положение переломили. В целом ситуация значительно улучшилась. В процентном соотношении движение более-менее восстановилось. Ранее в этом же Путина убеждал гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий. Дорога Р-280, которая снабжает Крым, сегодня находится под полным контролем. Но в сети продолжают публиковать видео с горящими фурами на этой же трассе. Причем делают это даже российские Z-каналы. По оценке Осинт-аналитика Климана Малена, только за первые 6 дней августа украинские силы поразили на оккупированных территориях минимум 167 грузовиков и автомобилей. А в июле счет достиг 656 единиц транспорта, снабжавших Крым и российские войска на юге Украины. Но из-за океана есть и хорошие новости. Вашингтон вместе с Киевом работает над модернизацией ракет для советских систем ПВО. Об этом рассказал полковник в отставке Роберт Гамильтон в передаче News Hour. В настоящее время ведется совместная американо-украинская работа, цель которой, по сути, модернизировать или усовершенствовать старые ракеты С-300, либо создать новую модификацию С-300, которая расширит их возможности. Проект появился в момент, когда Дональд Трамп отказался передавать Украине дополнительные ракеты «Патриот», несмотря на просьбу Владимира Зеленского как минимум о 100 таких перехватчиков. Нам самим нужны ракеты. Киев также добивался лицензии на их производство, но Вашингтон от этой идеи отступил. Тем временем, по словам Зеленского, поставки западных ракет ПВО Украине в первой половине текущего года сократились втрое. А вот обновленные перехватчики С-300, по словам полковника Гамильтона, могут появиться у Украины уже к концу этого года, а выпуск планируют довести до нескольких сотен ракет в год. Никогда такого не было, и вот опять в России очередному янки указали на дверь. Причем не помогла даже известность. Американский фермер Джастас Уокер, ставший в России героем мема про итальянскую моцареллу, заявил, что ему и его семье могут аннулировать вид на жительство. При этом Россия для него далеко не случайная страна. Впервые он приехал сюда вместе с родителями еще ребенком в 1994 году. Затем вернулся уже самостоятельно, занимался фермерством в Красноярском крае, а с 2016 года живет с семьей на Алтае, где построил хозяйство и производит сыр. Прославился Уокер после телесюжета 2014 года об импортозамещении. Ну зачем? Ну сейчас... Зачем? Потому что его не будет, вашего итальянского сыра. Позже фермер объяснял, что его слова вырвали из контекста. Теперь же семья, недавно вложившая накопление в развитие хозяйства, может сама оказаться за пределами России. По словам Уокера, только отъезд обойдется примерно в 900 тысяч рублей или более 11 тысяч долларов.
Сын диктатора лечится от наркозависимости в Беларуси, но речь не об отпрысках Лукашенко. Наследник президента Зимбабве Эмерсона Мнангагвы Коллинз недавно был отправлен на реабилитацию в Синеокую, а случилось это из-за пристрастия к запрещенным веществам, сообщает Зимлайф. Источники издания утверждают, что наркотиками Коллинза снабжала его жена. Сама она уже предстала перед судом по обвинению в незаконном обороте опасных веществ. Кроме того, родственники обвиняют ее в том, что она присваивала деньги супруга, пока тот находился в отключке, и покупала на них недвижимость. Мать Коллинза, первая леди Зимбабве Аксилия Мнангагва, по данным издания, лично требовала ареста невестки. Беларусь в этой истории появилась не случайно. У семьи Мнангагвы давние и тесные связи с режимом Лукашенко. Сам президент Зимбабве неоднократно ездил в Минск, а его супруга ранее приезжала в страну как раз знакомиться с белорусской системой здравоохранения. Кстати, эта проблема может быть знакома и Александру Лукашенко. Ранее в СМИ появлялась информация, что и его сын Дмитрий давно имеет пристрастие к запрещенным веществам. Очередной скандал в российском кино. Для премьеры фильма под названием «Последний богатырь. Колобок» отодвинули даже запуск новой части Человека-паука, но зрители устроили этому «шедевру» в кавычках массовый бойкот. В сети публикуют скриншоты пустых залов, а создатели картины жалуются на травлю и угрозы. При этом фонду кино производство обошлось в 250 миллионов российских рублей. Русское кино нынче не просто специфично, оно параллельно всем человечьим представлениям. Оно из другого, неведомого людям измерения. Такое госкино могло бы быть в Мордоре. Орки на сеансах умирали бы от счастья. Есть, конечно, недоработки. Колобок должен был бы принять православное крещение и заключить контракт на СВО. Может, кто-то ходил? Поделитесь впечатлением. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.